Друзья, всем привет! Мы находимся на YouTube-канале Найза ТВ. У нас, как обычно, ПХЗ, плохой Фаниль Рафиков, злой Михаил и хороший сегодня Дияр Нургажай. Дияр, приветствую. Всем ассаламу алейкум. Приветствую, Миш. Фаниль, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Дияр, каждый раз, как мы с тобой видимся, один и тот же вопрос. Куда пропал? Пропал из радаров, да? Уже Найза 50, да? Последний турнир, на котором ты выступал, это был 2022 год. Нет. Я последний бой провел на Игл. Это совместный же был турнир, нет? Нет. Это или был Игл 50? Игл 50, да, но он не 50. был совместным. Он был Вы чисто 2022 год. Да. Вот, честно сказать, пропал как... Например, бывает же у людей, например, в связи с травмой люди там травмируются, там берут, к примеру, да, так сказать, отсрочку, не тренируются, лечатся, там у кого-то жизненные там моменты, да. Я, честно сказать, после Eagle FC я выиграл пояс, отдохнул, грубо говоря, где-то недели 2-3, и я опять вернулся в зал. В зал вернулся, начал, как обычно, немножечко с физики, физподготовку начал, там бегал, кроссы, спарринги, борьбу, ничего не делал такого. Потихонечку начал включаться, работал. Потом, как вы все знаете, я еще выступаю по панкратиону, я являюсь в сборной Казахстана. Вот. Потом, получается, по панкратиону наш тренер Диас Абдулов, он главный тренер по панкратиону. Да, вот. И выходит такой момент, сборы в Таиланде по панкратиону, 20 дней, 25 дней, что ли, вот такие сборы. Мы все заряжены, я говорю, тем более после боя, я там не то чтобы пахать более-менее, там немножко отдохнуть, немножко там, да, спарринг-партнеры, там Толя Малыхин, да, там есть еще там кто приезжал, вообще четко. Я сразу зарядился, настроился. Вот, выскочили, там мы с Аятом познакомились, так-то мы знали его, кто он, чем работает, какие бойцы у него. Вот, приехали, лично познакомились, посидели и решили, да, он взял в команду, да, в менеджер-компанию, подписали контракт с Руби. Вот, можно сказать, после этого пошел простой, знаете, просто бои были. Были Райзен в октябре вроде был прошлого года, 20 октября, по-моему. На замену я готовился, готовился. Потом, или перед этим был Warriors, Абу-Даби Warriors, тоже на 93, тоже на замену. Туда готовился, нету боя, 3-4 турнира я должен был выскочить на замену. А что случалось? Просто потом говорили все. Просто без никакого... причины, да? Без причины, да. Без причины просто, не получилось. Там, тут... Я-то понимаю, работу Саята, у него там, помимо меня, сколько бойцов там. Понятно, ничего такого, все нормально. Дальше готовлюсь, потом уже... Пошли любительские бои. Панкратион, я выиграл Казахстан, поехал на мир, там подрался, выиграл, вот так. Потом жду. Уже где-то прошло полгода, где-то месяца 8. Когда? Саят, братан, когда? Давай, я готов, заряжен. Он говорит, все, жди, сейчас будет. Хорошо, жду, дальше готовлюсь, пошел. Еще потом самая такая, которая была яркая новость, это контендер. Даже мы с тобой, да, переговаривали. Вот, Саят мне говорит, все, жди контендер. Железобетон, ты там подерешься. А виза? По-любому. Вот, они как сказали, если они там одобрят, они сделают приглашение и сделают визу сразу же, и мы там подеремся. Все вообще четко. Опять же, я же с Алматы, как говорил, собрал вещи, все, уехал. В Астане тренируюсь, пошел, жду. Бам-бум, нету. Братан, что там, когда будет, не будет. Все, жди, скоро. Все четко, Дальше пошел, тренируюсь. Уже мелкие травмы пошли. Постоянно в форме себя держишь, постоянно какие-то мелкие травмы. То локоть, то колено у меня была травма. Вот эти всякие моменты. Подлечишься, немножко недельку-две отдохнешь, а опять в зал пашешь. Контендер тоже отбой.
тоже без причины сказали, просто не получилось. Ничего страшного, в следующем году еще газанем. Ну, хорошо, ладно, без проблем. И вот так, братан, честно сказать, короче, я пахал, но без боев был. Есть там, вот как я говорил, простой, когда с травмой, а я просто простаивал в зале. Просто пахал в зале, тренировался, с Диасом разговаривал, ага, что там, как? Он говорит, все, сейчас вот будут бои, будут бои. Я и как бы тоже особо там прям не торопил, но как бы намекал, говорил, я на старте, давайте, простой идет, возраст как бы хороший, надо драться. Вот. Потом дрались, тренировались, и вот пообщались с Нурбегагаем, вот как бы, пока простаиваешь, что, как, найза. Вообще без проблем, давайте. И вот, получается, который должен был турнир, недавно быть, да, в прошлом году, последний турнир. Просили на март, не на март, а перед турниром 6 декабря. Должен был быть турнир в Астане, хотел в Астане подраться. Ждал там, тоже там, получается, Жандарбек, они все сказали, там не можем уже соперника найти, и кар заполнен. Ну, хорошо, ладно. Там, получается, вот наши Жасик подрали, да, все наши пацаны, много кто дрался. Плюс гран-при же было. Гран-при было, плюс, да. Я такой, ну, ладно, хорошо, без проблем. Когда? Следующий турнир. Я говорю, все, без проблем, следующий турнир я заряжен. Все, потихонечку следующий турнир, как раз вот мы с Оклуника, с Юрой Титаренко мы готовились потихонечку, тренировались, вес подогнали. И вот, как обычно, да, 3 человека, 3 бойца, 3 бразильца, бам-бум, то один не прилетел, одного еще что-то там. И вот так, короче. Не знаю, просто немножко, наверное, бывает, наверное, у бойцов такой, немножечко такой момент, где есть какой-то простой, еще что-то. Просто понятно было, если бы я с травмой лежал, или там еще что-то, какие-то домашние проблемы, как бы понятно. Вроде ничего особого, тренировался, все четко, ну, вот так, короче. А сейчас что с новостями в этом Вот году? с новостями сейчас опять же, там прям все карты не хочу раскрывать, да, опять же Саят разговаривает с американской хорошей лигой, LFA, вот, я от них жду ответа сейчас. ЛФА, да? Да. LFA, Ну, Я думаю, что LFA. не очень важно. Ну, как название. Кстати, там и особо виза тебе... Ну, только главное визу получить, неважно даже, что это рабочая. да. Туристическую получишь, можешь там Мне другое подраться. интересно. Ты же понимаешь, что там в ЛФА гонорары уровень, ну, он такой же, как сейчас там ты можешь получать в Казахстане, но тебе придется заплатить Да, там не за меньше билеты, даже может быть меньше. Да, это понятно, но, конечно, какая цель, да? То есть цель это только UFC. Все, у меня больше как бы таких целей нету. У меня, почему я так говорю, потому что возраст, да, тренировки... Ты же не старый еще. Да, вот именно, что не в том плане, что я уже старый, и там, знаете, где-то могу за бабки сколько просто тебе? выходить. 26. 26 лет. 26. Да, Ну, где ладно. я могу просто, да, там дают контракт, не смотрю на бойца, все, газ. Сколько? Главное, чек. Сейчас у меня не так. Я хочу грамотно, красиво подойти. Мы с тренером конкретно работаем. Есть еще у меня старший брат, можно сказать. Вот. Он тоже меня очень хорошо поддерживает нашу команду. Вот. Через него мы конкретно работаем. Как бы больше я вот от него как бы шагаю. Из-за этого как бы он тоже такой человек, он говорит, ну, особо не торопиться. Когда-то у каждого бойца будет такой момент, где у тебя вспыхнет, и тебе надо будет там газануть. Если ты там не газанешь, мне кажется, все, будешь среднячком где-то двигаться. Вот так. И насчет гонораров, там приблизительно я тоже понимаю, что там не особо большие гонорары, что там Но особо они не даже не покроют заработаешь. билеты, скорее всего, тебе. Да, но, то есть, подраться в Америке, На попасть площадке. в Америку, площадка, да, сборы пройти там, подраться, и дальше больше потихонечку, по ступенечке в лучшую лигу мира попасть. Мы недавно записывали подкаст с Бауджаном. Это директор клуба «Дартим», вот фамилия, который представляет. И как раз тоже рассматривали такие кейсы, как сейчас поступил Магомед Кабардиев, что нужно просто поехать и пожить в Америке, там как раз получить какое-то предложение, потому что здесь ты непонятно ждешь визу, не ждешь визу. Да. Ты не думал об этом? Просто вот как раз ты еще молодой, условно, там ты не Вместе с ним отягощен. на сборы поехать. Да, момент вот такой.
Он тоже делал через Саята визу. Саят ему тоже делал визу. Но так получилось, у него быстрее получилось. И немножечко виза получилась другой дорогой, да, так скажем. У меня немножечко по-другому. Ему тоже вроде, как я знаю, сделали через какую-то лигу, но там не обязательство, чтобы он там дрался. Вот. И он там попал. Да, он сейчас на сборах пашет. А сейчас ЛФА договариваются, но у меня будет обязательный контракт. Я на 3-4 боя подпишу контракт, и я попаду в Америку, и я обязательно должен буду подраться там. Вот в этом Ну, ты момент. поедешь в том плане туда сразу с пониманием того, что будешь жить, или ты будешь под бой приезжать? Наверное, пока под бой. Как вот сейчас вот приезжают все, да, там АСУ, все вот, да, кто вот готовится, немножечко там, чтобы акклиматизироваться, все вот это вот заранее приезжает, немножечко там вес подгонит, потренируется и выскакивает. Я насчет этого пока ничего не могу сказать. Есть тренерский штаб, мы переговорим, обговорим, да, все полностью. Как я говорил, вот старший брат, он тоже там, в Америке, он как бы, да, он как бы все ждет, он тоже, так скажем, в ММА очень хорошо разбирается. Очень хорошо разбирается, он знает, у него очень много друзей в этой сфере, да. А это кто-то известный? Ну, не скажу известный, просто я не хочу, да, озвучивать, но как бы, да, знает. Вот так. Многих наших бойцов встречал он, да? Да, может быть, фамилию понял, Да, о ком да. я говорю. Я Вот. понял уже. Многих встречал, там вообще четко все. Мгм. Вот. И как бы пока я не могу так говорить, пока я, потому что не знаю сейчас пока что как. Но как только как бы получим визу, и все, только газ, только вперед. Там уже, я думаю, там посмотрим уже как. Это говорит о том, что там, я думаю, можно будет и пожить, можно будет и... Ну, опять же, недавно я смотрел твое интервью с Бусурманкулом. Вот он тоже уже сколько времени там, да, находится. То есть это говорит о том, что ты даже там находишься, но у тебя Не тоже факт, что там получишь не факт, бой. что ты получишь бой. Вот, Вартанян вообще там, да, как супер боец, можно сказать, лучший боец там, да, 23-го года. Даже контракт там минимальный не дают. Из-за этого там... Не, минимально, может, ему и дают, он не хочет. Может быть, не... Ну да, опять же, я тонкостей не знаю. Но опять же, да, то есть... Вот такой момент. А из-за этого я сейчас, если честно, пока прям не гонюсь за деньгами, за гонорарами большими не гонюсь. Я хочу сперва, конечно, на какую-то планку выйти хорошую, имя, медийку заработать. Я, наверное, больше отношусь к таким бойцам, как, например, в пример могу привести Магомед Анкалаев, который пашет, тренируется, да. Не, в том До плане... Магомеда далеко, надо прям молчать было тебе. А ты сейчас Да, ну хотя бы да. А он вообще молчит. Продлилось минуты 2. Да, он вообще молчит, да. А у меня как бы чуть-чуть тоже я немножечко скованный, немножечко надо медийку качать, я думаю. Ну, с возрастом придет. Да не, мне кажется, все в понимание порядке в это. этом смысле. Нет, Нужен ну, просто говори. какой-то оппонент, против которого можно что-то играть, когда ты, да. И вот оппонент, как Яр, вы все знаете. Ты являешься чемпионом Eagle FC 93 килограмма, и недавно Eagle FC объявила, что о возвращении, турниры, 2 Серьезно? вроде проводил. Проводили 2 турнира, если ты не в курсе. Это же были те турниры, которые они проводили. Да. Это типа селекшеном были. Мгм. То есть это не... Селекшн? Да. А вообще связь с Eagle FC у тебя осталась какая-то там, по идее, защита Да. пояса? Вот. Или Что есть Эдуард какие-то, тебе да? говорит, матчмейкер? Или- Да, там тренер в основном общается. Какой разговор был? Был разговор вот такой. Как раз Eagle FC вроде 50, и еще какой-то турнир Потом в вроде Америке прошел. был еще. Да, вот эти турниры все прошли, потом некое затишье пошло, потом они не давали интервью. Правильно же? Да. Да, не давали интервью, мы там созванивались, тоже говорили, пока ждем, пока тишина, пока неизвестно. Но потом, может быть, кто смотрел, не смотрел, Шамиль Завуров вышел в прямой эфир, кому-то интервью давал, и там он сказал, что турниров пока особо таких крупных не будет. Это у меня, по-моему, было. Да, всех чемпионов, он сказал, там свободны. Отпускаем, да, у кого-то есть хорошее предложение, без проблем газ. Насчет защиты никаких разговоров не было вообще. То есть я и говорил, да, я
подрался, выиграл, немножко отдохнул, в зал пришел, уже думал, ну, потихонечку, может, защита будет, еще что-то будет, да. Но как бы человек вышел, сказал примерно, да, что дал понять, что турниров пока таких крупных не будет. Контрактные обязательства у тебя остались с лигой какие-то там? Вообще, да, нет, контракт есть, там был такой момент. Я 4 боя провел по контракту, потом был за пояс, да, 4-й. Если ты пояс выиграешь, ты должен сделать обязательно 2 защиты. Пролонгация идет, да, Да. контракт? Вот так был контракт. Ну и все, как бы. Пояс выиграл, защиту я ждал, это как бы не я, как бы, да, там, отказывался от... Пояс остался, конечно, остался, да. А то уж бывает же, далее, бывает же... Лига в Ахмате была история, он он супер дорогой был, там, с какими-то кристаллами Сваровски, и его тебе давали, а потом забирали его, оставляли в лиге, и там, по-моему, если ты 10 защит, они говорили, 10 защит совершишь, то мы тебе отдадим. Потому что он, типа, очень дорогой был. Что за там натуре? Не-не, конечно, там не камни Сваровски, да, но как бы пояс дома лежит. Я помню, еще записывал с Василевским интервью, по-моему, с Василевским, и у него был пояс М1, и, короче, да, и там отвалились, и пластмассовые там вот эти такие были. И он говорит, тут уже 6 вывалилось этих камней. Ну, да, вот, если честно, вот ты даже, наверное, видел, я смотрел, да, вот Найза пояс видел, Алашпрайд, Eagle FC очень такой добротный пояс, по идее. Хороший. Очень грамотный, качественный. Они в одном месте все делают. Да, прям качественный, посмотрел. Найза вот этот новый пояс тоже мне очень сильно понравился. С черной такой этой гравировкой. Вообще четкий. Давай еще все равно добьем историю по поводу гонораров. Смотри, я к чему все это веду. Ты получишь гонорар, который, возможно, тебе покроет билеты туда, например, но обратно не факт. Вот. И там придется сколько-то времени жить, придется чем-то питаться, придется за транспорт платить. Да, это я все за визу придется тоже выложить деньги. У тебя уже есть какая-то, не знаю, подушка безопасности, из которой ты будешь покрывать вот эти расходы? Брать. Или как раз вот, ты говоришь, есть старший брат какой-то? Да. Ну, конечно, я там прям открыто не говорю, что он там, я приеду, буду лежать там бесплатно, да, и он мне все будет раскидывать. Это не так. По-любому будем искать, будем находить, что-то будем делать, по-любому. Мы же как бы, да, в этом спорте, это понятно. Это сейчас, я думаю, на нынешнее время, это самый дорогой вид спорта ММА. Тебе и лечиться надо, массажи всякие, сборы проходить, деньги. Там, тем более же, не как здесь. Ты... Стероиды. Че? Стероиды тоже кому-то нужны. Не знаю. Вот по мне, наверное, видно, что у меня только бабушкины пирожки. Видишь, только у нас то, что без рукавов. Значит, без стероидов. Да, а там непонятно, да, что происходит. Никто не знает. Ну ладно, ничего страшного. Вот. Вот как я могу показать. На камеру могу показать, да? То же самое. Вот. И как раз-таки с Магой вот мы общались, да, вот он мне сразу сказал, я говорю, брат, что, как, ощущение? Он сразу пишет, ищи деньги. Я думал, скрин с Каспи там минус. Да, ну, что-то такое, ищи деньги, брат, копи деньги. Вообще, говорит, жестко здесь, короче. Ну да, дорого. Система построена. Да, и как бы, ну, я думаю, будем решать проблемы по мере, да, поступления. Как вот будет, бам-бум, дальше будем решать. Если честно, там, я думаю, ну, что-нибудь да придумается. Я просто, видишь, сколько я записывал с бойцами интервью, которые вот поехали в Америку, чтобы ты не решал проблемы по ходу их поступления, я хотел тебе посоветовать как раз подготовиться, да, немножко, потому что действительно вот с кем я сейчас не общаюсь, вроде даже тоже все говорят, там помогают, тоже Бусурманкул, а по факту, ну, вот с деньгами ноль, уже наверное, проблемы. Да, вот я как раз-таки вот его интервью смотрел, да, с тобой, с Магой общался, они все сразу же говорят, блин, здесь очень дорого, тебе надо будет прям конкретно иметь, да, хорошую подушку, чтобы у тебя там в кармане тебе кидали. Да, в кармане у тебя, чтобы все нормально было, короче. Ну, я думаю, да, потихонечку будем решать. Есть, опять же, тренерский штаб. Наш тренер, как, например, многие-то не знают, как у нас там кухня варится. Наш тренер – это не только тренер, это брат, это советник, это человек, который финансово ищет, да. Он все многое, что делает за кадром, да. На самом деле, Диасу реально респект, потому что он действительно сколько для вас делает всего. Очень много делает. Честно, я вот уже 3-й год у Диаса под руководством. Он меня, да, сделал, так можно сказать, чемпионом мира, да, до пояса довел, пояс мы выиграли. Очень бомбовый тренер. И человек, да, вот так, могу позвонить, агай,
как дела у вас, что, где вы? Там-то, там-то, я приеду, да, без проблем, приезжай, просто кофе сядем, попьем, можем часа 3-4 общаться, и вот не устаешь, да, человек, общаешься, человек может на разные темы тебе помочь, подсказать, как тут, как здесь, да, очень такой. Есть у нас Нуртас Алимбаев, второй тренер тоже наш, они друзья с детства, и вместе зал открыли, да, и вот так у них пошло. Тоже очень хороший человек, помогает нам больше в борьбе, физподготовке, очень такой грамотный. С ними тоже, да, вот есть тренерский штаб, мы будем с тренерами тоже общаться. Там больше, знаете, у нас, как бы у меня, да, лично, я делаю свою основную именно работу. Моя основная работа – это утром, вечером находиться в зале. Все. Пахать. Мне вот с тренером мы сидим, он говорит: Диар, ты паши, а дальше мы будем делать сами, ты не переживай. Я такой: все четко, хорошо, без проблем. И вот они как бы, вот с братаном тоже очень близко на связи, как бы совместно, как бы, да, работает дуэлью. И все четко, короче. Так что моя основная задача – это пахать, тренироваться и уже ждать. Но, конечно же, вот этот год я от Саята просто, короче, каждый день: братан, когда? Давай что-нибудь ищи, что-нибудь. Потом недавно, когда, месяц-полтора назад был турнир, по-моему, или 2 или 3 февраля РСС, да, был? Да. Есть такой парень, со Слжаном Бахджануло дрался, Смирнов. Да. Нет, не Смирнов. К1-чик. Все, понял. Окей, да, К1-чик. Вот, Саят звонит: К1, как хочешь. Там как бы шурдок не портится, 3 по 3. Я даже не разговаривал, соперника не смотрел. Все, я газ, я готов. Вот. 93, да? Арсений Смирнов. Да. Промежуточный вес, может быть, 95-96, говорит, он бы мог сделать там приблизительно. Неплохой боксер, кстати. Очень хороший, Да. очень такой. Я сперва согласился, то все, я был в дороге, ехал с Киргизии на трассе в машине. Вот, посмотрел быстро, такой-то, все хорошо, добро. Сказал: да, хорошо, сейчас я, говорю, Диасу наберу, переговорим, то все. Вот, потом бам, приезжаю уже домой, посмотрел бойца, 6-1 или 7-1 у него в К1. Вот, а Слжана вот выиграл, такой равный бой. Звоню Агаю: Агай, что там? Как, что? Он такой: подожди, пока торопиться не будем, посмотри, пока подождем. Получается, как я понял, что вот с Найзой был по ходу разговор у них, что есть здесь какие-то бойцы. Вот, я такой: все, хорошо, подождем. И тоже Диас отказ дал от этого боя. Не знаю почему, как бы, я думаю, вроде не особо там, то есть 3 по 3, как бы ударка, без борьбы, четко. Дивизион просто такой, видишь. Да, и как бы, Посмотрели, короче... тот-то опытный пацан. Да, и раз сказали, короче, отбой. Я такой: все, без проблем, отбой, давайте дальше газуем. Вот так. Я так понимаю, в Назе сейчас раскручивают историю с Бразилом, да, Санте-Форте. Он так, конечно, тоже, его-то можно тоже понять. В плане, он там ярко выразился, там, нет казахов, чижей, туда-сюда. Я вот приеду, посмотрим, кто есть. Вот. И просто поддержал. Давай, посмотрим, приезжай. Но ты сейчас рассматриваешь варианты побиться на Назе? Да. Сейчас основное я вот хочу... Именно это не было такого: все, газ, бой, да? Мне тренер позвонил: если что, короче, почему нет? Я говорю: все, без проблем. И он пишет, получается, я ответил. Я вроде ответил, я говорю: ты приезжай, потом посмотрим, да, что, как, да? Вот так. И вот так пошло-поехало, короче. Да, если честно, вообще нас отметили вместе. В Найза, что ли, да? Жестко, короче, за него топят там бразилы. Каждый день это уведомление приходит уже. Я уже обычно наоборот. Да, уже отключить хочу, короче, там. Не, казахи тоже топят. Казахи его там, что только не говорили ему там, конечно. Приезжай, там, на казахском говорят: бала шагам доля сайши, говорят. Там, короче, жестко много чего говорят. Наши казахи тоже конкретно топят. Короче, можно, да, вот эту историю вам... Я думаю, уже закрыть она пошла. вопрос. Но это 93 плюс будет же, он же тяжек. Он тяжек, вот, как бы он природный тяж в плане, да, он реально нормальный такой тяж, весит, я думаю, не знаю, там, Да, он, по-моему, последний раз с Олейником же дрался, и он был 117, по-моему, килограмм. Вот, тем более, да. это этот, который... Да, Хардкоре за вот титул. с этим дрался, да. С Хадисом с Хадисом, Бенеевым, с кем только не дрался. Да. Конечно,
И, конечно, у меня, например, рабочий вес, я сейчас вот тренируюсь, у меня 107-108 килограмм сейчас. Но сейчас я немножечко такой залитый. У меня потому что немножко физподготовка, я качаюсь немножечко, вот так, да. Я вхожу в форму, у меня вес 103-102. Вот так. То есть разница очень огромная у меня будет. Из-за этого, по-любому, я думаю, будет промежуточный вес какой-то. Ну да, 110 можно, да. Там не знаю, как они решат, как бы Ну, в посмотрим. принципе, можно. Но, в посмотреть. принципе, я согласен. Почему нет? Опять же, медийный бой. И соперник такой, хоть и он там и уступал, Нет, но такой опасный. он очень опасный такой. Я вот Джей посмотрел... автомату руку, да, он сломал? Ну, и не руку он сам себе сломал. Да, но ну там лоу-киком как, Ну, он, по сломал сути, руку, так да. все, ну, он всем проигрывает топом, но Но его он- постоянно, он фактурный. Как бы. Гет- Да, Кипер. да, но он еще Всех. такой, ладно, бывает же там, например, фактурный, и ты там, да, повернуться не можешь у тебя, а он прям ручки держит, прям с Олейником неплохо он хорошо. дрался, Да, кстати, да, он да, первый раунд первый? выиграл. Учитывая, что Олейнику Учитывая, 50 лет. Да, да. Ну, вот эти вот моменты. Ну, то есть, опять же, да, Опыт не такой пропьешь. бьется постоянно на слуху, бьется, дерется, вот это, да, как бы. Ну А да, для так- медийки можно. Да, а так я заряжен, мне без разницы вообще с кем драться, кого. Потом с Нурбек Агаем тоже был такой... Ой. Нет, разговор, да. Такой, опять же, как разговор? Соперник слетел последний вот здесь на Изе, который уже бразил. Слетел, я уже с гостиницы выхожу, уже время где-то часов 12, мне Жандарбек сказал, до 10 часов тебе по-любому что-то... Если до 10 тебе не находится, я говорю, все понятно, короче, ладно. Ты же говорит, я сам выхожу. Да, да. Время 12, короче, выходим там пообедать, смотрю, сидят там Комсандык Агай, Нурбек Агай, подошли, поздоровались туда-сюда, и он тогда тоже говорил про этого Марсио. Про Марсио, да. Матч. Гамач, да. Вот, сейчас, говорит, его подписываем туда-сюда. Если что, как думаешь? Я говорю, вообще газ. Давайте, без проблем. Тоже Но интересно было. я с ним работал, я с ним спарринговал. В Дагестане мы тренировались, когда сборы проходили, я с ним стоял в парах. Как бы. Что о нем скажешь? Такой взрывной, ну, не знаю, нормально там, хвалиться не буду, но там я выиграл его, нормально там прям. Ну, такой взрывной, ну, я не знаю, почему так, или то, что мы там гости были, или как. Такой, да, тихо-тихо работал, и как зарядил мне, короче, бам, плюху. Я такой, да, ну нафиг, ну ладно, Бразильская хорошо. школа. Да, такая чисто, я как понял, Бразилия кассета. И все, и потом уже немножечко таких жестко чуть А поработали. в партере поборолись? Нет? Да, да. Нет, поборолись? Именно в партере я и выиграл его, по идее. Да, контролил там немножечко. Но такой сильный, взрывной. Ну, тогда, не знаю, сейчас какой он. Тогда он на слуху, тогда он... Ну, тогда у него же были Бои. сначала Емельяненко. Бондарян, Да, потом да, да. Шлеменко, Емельяненко он победил. Да, да, да. Вот он Да, он был со на всеми слуху успел и подраться. был в форме такой хорошей. Прям Да, он... ему и немного. Он сейчас вот приехал, в зале у нас тренируется, 35 ему, да? Вот, 35. да, вот в таком, да, диапазоне Да, в принципе, 36-35. это для такого дивизиона. Да. Но он же Годный 84 начинал, потом Да. 93, 84 у него так. Да, Сейчас в сейчас- тяжелом весе будет бить. Сейчас да? вообще в тяжах. То есть, по-моему, походу поднабрал, или он просто гонять не хочет уже. Ну, а может, просто деньги нужны человеку. Ну да, опять же. Это вот, то есть, тоже, опять же, вот этот бой тоже говорились, почему нет. Я тоже дал согласие без проблем. Вот. Как бы Мне вот кажется, так. просто по поводу отмен боев, люди видят там 8-0 боец, как бы, Да. ну и зачем там И себе за- рекорд портить? Да, да, да. Молодой. Плюс еще там, если ты бы еще как-то приплачивал за свои бои, ну, знаешь, как многие делают, когда ведут бойца, Мгм. там, гонорар, условно, там, они там что-то доплачивают еще. Да. А так, условно, стандартный гонорар против тебя парень, который, скорее всего, тебя победит, то мало кто Еще и рисковать здоровье хочет. заберет. Да, ну, опять же, по поводу продвижения боев, там, гонораров, не знаю. Я вот, опять же, да, вот тренировался, тренируюсь, да, я никогда не выбирал соперников, не смотрел, не рассматривал. Диас Агай мне отправляет, предлагает вот этого. Все хорошо, газ. Например, предлагает того-то. Ну, хорошо, давайте газ. Ну, имеется в виду, я такой, все хорошо, Да, да. заряжен. Не было Да, каких-то да, не было условностей. таких моментов, где там, блин, Агай, может быть, подберем другого, может быть, давайте это. Таких моментов не было. Например, боец высокого уровня выиграл за пояс тоже
Дагестанец. Я понял. Эрдоган, который да, Эрдоган. парень. Очень Хороший сильный бой же был, тоже. да. Очень сильный Рассматривали. парень, очень такой фактурный, борется конкретно. Пишут, что, Шамиль Эрдоган, да вообще газ, говорю, без проблем. Чемпион Давайте. мира среди молодежи, Да, по давайте вольной борьбе? подеремся. Говорю, все смело, говорю. Сейчас он вроде в One UFC, да, выступает? Да, его Да, подписали, вот но, по-моему, не мы- было боя еще. Мгм. Мы, короче, немножечко, у нас тоже перепалка же была, в комментариях немножко перепалка была. Ну, это, опять же, часть игры, это же спорт, работа. Например, я лично никогда на личное себе не беру эти моменты, когда там что-то говорят, у тебя там рекорд такой, ты дерешься там с таким-то, и мне вообще без разницы, что они говорят. Если человек на личное не переходит, не говорит, ты такой там, да, и я как бы себе никогда такого не допускаю вообще. Вот здесь, как у вас, как вы сказали, злой, да? Вот я реально добрый. И по жизни тоже добрый. Вот. Я не конфликтую вообще. Вот. Вот. И потом... Ты же все добряки. Да. Потом вот Почти. как раз А кого таки... ты злого знаешь? Мухаммад Вахаев. Ну да. Почему? Тоже такой добряк Ну, может, он и парень. добряк, а Ведет на себя. пресс-конференции На пресс-конференции... Ну, опять же, вот этот, включается. тоже же часть игры. Двух добряков, видишь, неинтересно смотреть, он понял. Я вот это. его не осуждаю за это, наоборот, это прикольно, Это, что у него наоборот, такой Классно. вайб, да, ну просто не стоит говорить, что все там те же добряки. Да, Ну, в да. основном, которых я знаю, вот еще один добряк. Да, вот. И получается, вот Шамиль Эрдоган тоже готовился, тоже думал с ним подраться. Хороший соперник, четкий вообще себя проверить, да, как бы. Вот, тоже, опять же, не получилось, он ушел. Как раз-таки мы в этом встретились, в Таиланде. День борьбы был. Вот, побежали, пообщались. Он там сдалека кричит, эй, как ты туда-сюда, чемпион, там, то все. Как бы ничего личного, подошли, поздоровались, обнялись, сказали, брат, ничего, он сам говорит, ничего личного, это Поработали? спорт. Одну схваточку дали, но я понял, и он полноценно не работал 100%, и я то. Он как бы как соперники, да, в том плане, там, И фишки посмотрел, ничего не да, показывали, он такой раз, ага, я такой, Присмотрелся. да, раз, присмотрелся, и все. И мы там сразу же по парам разошлись, вот. Ничего, как бы это, да. И вот мы пообщались, посаламкались, все, короче, никаких конфликтов таких нету. Вот этот парень, тоже бразилец, раскручивает то все, как бы, вообще четко, молодец, красавчик, правильно делает. Давай, раз про Таиланд заговорили, про Анатолия Малыхина тоже. Хочется послушать. Анатолий Малыхин сейчас это чемпион уже Топовый 2 пояса. боец. Да, топовый боец, 2 пояса ван у него. Есть вопрос, понятное дело, к позиции там ван, но в любом случае, да, Анатолий Малыхин и в России там очень показывал высокий уровень. Ты, когда с ним работал, расскажи про эти схватки, какие ты... Все равно, когда ты работаешь с топовым тяжиком, Тем более он ты сейчас свой 93 килограмм спускается. ты свой уровень как оценишь? Я вам так скажу, да, например, вообще, например, как я думаю, боец именно растет в боях. Именно в клетке, когда у тебя реально бой, ты от боя к бою растешь, да? Но спарринги же все равно же там ты не 100% работаешь, не полноценно работаешь, но как бы нормально. Я 100 лет работал. Вот, кстати, еще один тяж добряк, вообще красавчик, очень такой активный, позитивный, например, да. Бывает же, например, такое, я же все, ну, как бы там, кто-то-то знает, но особо не медийный, как бы я подошли, мы говорю, блин, братан, надо поработать, что, как, ну, да, вообще, говорит, без проблем, давайте, что побороться, что, как, где, что надо помочь, без проблем, я здесь, короче. Вообще так, этот открытый такой парень, вообще красавчик, очень топлю за него, смотрю за боями, вообще поддерживаю его. Вот. Насчет спаррингов работали, и в ударке работали, и в ММА чуть поборолись. Такой очень физически сильный, такой. Я там с многими тяжами работал. Я работал с Толяном, работал с Олегом Поповым, боец Беллатор. Да, работал с Резваном Куниевым. Да, как бы все-таки полутяж, именно получажи работали больше со средневесами. Я там вот так посмотрел, больше работали со средневесами. Диаса, например, вы все знаете, у нас же здесь в Казахстане мало спарринг-партнеров таких тяжей. Он меня именно загонял к тяжам, кто за 120, там, короче, с ними именно работал, короче. Вот, с Резваном много работали, и боролись, и в ударке работали. С Толяном тоже работали. Но Толя такой... Сейчас вот, все равно же по базе борец очень хорошо набрал руки.
очень бокс хорошо набрал, такой тайминг, движение. Даже по тренировкам видно, очень много, да, скакалку делает. То есть передвижение, тайминг у него вот тренер Джонни хорошо Да. прям работает. То есть вот эти вот лесенки, это же все работа, да, на координацию, на движение. Вот, очень хорошо набрал. Ну, я не скажу, что там где-то там кто-то уступил или где-то там кто-то выиграл. Четко так, средне поработали хорошо. Но самое, что понравилось, он открытый. В плане там, да, когда не бывает что-то, да, говорит, без проблем, давай поработаем, И давай в знаниями клетке. делится, да, Да, охотно? знаниями делится, подсказывает. Вот это тоже, да, четко. Все равно же опыт у него намного больше же. И работал с многими. Там и, честно сказать, именно, как ты говоришь, ментально вырос. Я там жестко ментально вырос. Именно когда я постоял с UFC бойцами. Там, конечно, они чуть легче. Я с Веттере работал. Халил Потом... Раунтри там был, да, вроде? Не застал его? это такой, черный такой Тимур здоровый. Лежунов, да. С ним постоял. Левшачок Да, такой, да, сейчас с ним топовый. постоял. Вот, потом, кстати, да, вот, хорошо ты напомнил, с ним постоял, потом с Даррен Тиллом постоял. Вот, когда с ними постоял, я понял, блин, да нифига себе, короче, нормально можно... Обычные ребята. Да, нормально можно газовать, оказывается. Да. Ничего такого. С чижами поработал, то же самое. Вот даже с Олегом Поповым очень такой физически сильный. Как бы в ударке очень такие нормально там поработал хорошо. Как бы вот Ну, так, да. это хорошо. Да, то есть я там, именно в Таиланде, именно понял, что, блин, можно работать, надо дальше пахать, двигаться. То есть предел есть, надо дальше работать, короче. А Таиланд был до Дагестана? После. После В Дагестана. Дагестане ты не понял этого, когда работал тоже? В там? Дагестане, вот именно в Дагестане, я вот так скажу, да, 2 недели просто вот так лежал я снизу. Просто внизу меня, короче, там, да, хорошие, да, там тоже, как бы все знают, борцы хорошего уровня. 2 недели, где-то дней 10. А Просто тренировались это. где? Горц? Нет, в Дагфайтерсе мы тренировались. Там у нас тоже просто с Мансуром Учакаем, с их тренером хорошее общение. Диас прям близко с ним общается. У них тренировались, у них там тоже есть хорошие пару тяжей. Тогда было... Сейчас многие же, вот Мурат Рамазанов, Хаджи там парень есть, Бучалов, да, парни, они же ушли больше в школу Абдулманапова, а тогда они именно там пахали все. Вот, потом в Агат ходили, боролись мы, там вот. Поборолся я тоже, с тяжами много боролся, Али Исаевым, вот с ними тоже работал, да, боролся. Вот. Там тоже понимал я. Там я тоже понимал, вот именно в Дагестане я понимал, что я там, если честно, очень много научился контроля. Мне там хорошо помогло контроль. Например, в бою, например, я работаю, да, но я не стараюсь сам переводить. Перевести, я думаю, я легко, я многих кого могу перевести. Но я больше сам не стараюсь, больше чуть, да, в ударке работаю. Но контроль, я вообще кайфанул от контроля там. Я прям работал, боролись мы, меня контролили, да, потом мы менялись, я контролил. И я кайфанул от того, от правильности контроля. Когда человеком ты грамотно, как Хабиб, когда ты висишь, и человек устает. И ты не устаешь. Ты не устаешь, ты кайфуешь, да, там бам-бум работаешь, а человек устает. Например, до этого, не знаю, мы контролили, и ты устаешь, и соперник сдох, и ты встаешь, и ты все, ветер у тебя в голове на туре. Да. Не знаешь, бить или что делать. А там именно тонкости, да, вот Мурат Рамазанов, Тимур Валиев там были, я с Омари Ахмедовым боролся. Вот они много чего подсказали именно по контролю. По тем, что торопиться нельзя, да, вот эти вот в партере тонкости именно не грэпплинга, а именно контроля дагестанского такого мощного контроля, да, вот там я именно тоже, конечно же, там тоже вырос. А просто имеется в виду, почему в Таиланде, я понял, имеется в виду, ну, то есть, говорят же, боец UFC, то есть, все, короче, это планка, вообще жесть. Думаешь, нифига себе, как сейчас в натуре нахапаешь от него. Встал там, поработал, ничего такого, думаешь, там, сколько, 5 раундов, там обычно, там, 5 раундов, первый отработал, и 4-й опять его зовешь, пойдем еще раз поработаем, короче, он уже, не-не-не, брата, no, убегает к другому, короче. Вот так. Ну да, многие дистанцируются. Вот когда я ездил 3 года подряд, там Хукер был, потом кто еще был? Ну, вот Хукер с команды приезжал. И вот он отдельно, они работали в сетку, уходили постоянно. И когда день спаррингов был, никогда не... Он сам выбирал спарринг партнеров, ты. Ну, с
старался не Ну, работать. видишь, может, тоже он понимает, что вы будете рубиться, ему Да. нафиг. Нет, Ну, ну вообще многие же, ну, я имею в виду, все равно кто-то охотно встает в пары, вот, например, там вот Халил Раунтри там, ну, типа, давай постоим, типа, что мне там, а кто-то прям, ну, сторонится, Да. неохотно делится там опытом И, своим или еще например, чем-то. я тоже что скажу. Они, это то, что они делают, отдельно уходят, это правильно. Я думаю, это правильно, потому что ты готовишься к бою, у тебя такие затраты, весогонка. По-любому человек, который тебя знает, твой спарринг-партнер, он где-то тебя там припустит, где-то что-то, где-то там отдаст прием, да. А когда в общей группе ты пашешь, такого уже нету. Ты до конца там, да, там, бам. Конечно, кто понимает, ну, например, перед спаррингом были моменты, когда он говорит, браза, там, столько-то дней у меня бой, короче, аккуратно. Все, хорошо, аккуратно работаешь, там, не зарубаешься. Хорошо, ничего. я вырубаю. Да. Я же добряк. жестко. Да, такого не было, короче. А вот насчет отдельно пахоты, многие там делают. Как раз, когда мы были, Арман Царукян готовился. Мы вместе тренировались, и, например, ни одного спарринга мы не видели. На кого Там готовился же. он? С Не кем на он Дамира? дрался? По-моему, на Дамира, кстати. Вот именно, например, Казахстан же, да, мы там же еще же, например, там не пару человек приехали, мы там всей командой, 20 человек приехали. С флагами. С флагами. Там еще же Агай, там же, Аллах, Казахстан, мы там закинули, все на нас смотрят, кто такие вообще, короче. Вот, там же еще клетку же закрыли ихнюю. Вот. Получается, да, я не знаю, именно так или, может быть, нет, ну, например, спаррингов мы не видели, тренировок мы не видели его, как он готовился, что готовился. Ну, в бою все Вот так. показал. Да, например, опять же, Дамир тоже, да, боец как бы с Казахстана, мы за него топили, болели. Опять же, ну, например, его мы не знаем. В плане Тобит Топ-Тим с нами не готовился. Мы ничего не могли там подсказать, сказать, Дамир так делает, или там что-то такое. Это же спорт, ничего такого. Вот так, короче, отдельно готовились. Многие, кто там готовился, отдельно пахали. Кстати, даже Толян тоже. Он тоже больше работал именно с У Джонни него сейчас вообще индивидуально. свой зал Добрыня. Да, Закрыли да. его. А уже закрыли? А, закрыли, да, ну. Закрыли. Не слышу. У нас там друг живет, Максим. И вот закрыли. Из-за того, что Тимур Валиев... Я ну, знаю, что сначала- Тимур уехал. Да, уехали. Алексей. А это Толя вроде был амбассадором просто. М. И этот закрыли зал. Были... Сейчас многие ушли в Бангтау и еще у бразильцев там А на тоже самом деле зал так есть. этот клуб все хвалили, что там чисто, Да, вот, Да, чисто, да. но там какие-то возникли вопросы. И зал финансовые, закрыли. видимо. Ну, насколько мне известно. Я, кстати, собираюсь скоро с Тимуром Валиевым записать интервьюшку, так что я узнаю. Мгм. Да, вот насчет этого залов, да. Вот, кстати, Нургали недавно вот там был на сборах. Потом Хайра сейчас у нас, Джерри Кейв Хайрат. Вот пока один у нас дерется. Тоже там. Вот Нургали говорил, что там не один, там 3-4 зала еще новых открылись на этой улице, короче. Да, то есть там Да, же им же... развивается. Но вот Да. эти два брата, они же открыли в Мгм. Бангтау свой зал. Вот. Говорят, Волконовский, да, там в долю входит с ними. Да, и тоже нужно же понимать, что зал, к примеру, построить им там вообще же... Ну, как бы, помещение там Да, такого же, как у нас же. отопление, Отопления, такого не ничего надо, такого же нету. Особенно в Астане. Да, бах, поднял, закрыл, все. У нас отопление-то в первую очередь Там на главное столе. как-то обрабатывать постоянно все это. Ну да, Стафилококком. Просто вот Добрыню хвалили за что, да, там стафилококка нету. А вот Мгм. ты когда вот поехал, кстати, ничего М-м. с собой не привез подарки? Нет, подарки не привез. Но, опять же, Мурат Рамазанов там был. Вот, с Муратом мы общаемся, да. Мы пришли, первый же день мы сделали пробежку. Вот мы приехали, утром, получается, или днем, пообедали, то все, чуть отдохнули, поспали, пришли. А говорит, ну, давайте просто пробегитесь в кайф, короче. Мы пробежались, то все, короче, побегали. Второй день еще побегали, покупались. Потом просто в зал пришли. Мурат говорит, вы что, короче? Не то чтобы бегать, здесь неделю вообще ничего не делайте, говорит, просто кайфуйте, ходите, купайтесь, двигайтесь, да, Акклиматизировать. акклиматизируйте, у вас, говорит, стафы повылазят, вы офигеете, говорит, просто так приедете. Ну, говорит, если вылезет он, ты тренироваться не сможешь, будешь просто лежать. Я такой, блин, как, что?
Агаю говорю, блин, Агай, вот так, пацаны говорят, что, блин, особо. Он говорит, да, я знаю, но просто пробежки делайте, говорит, но в зал мы пока не будем ходить, там, бороться, ничего не будем такого. Все хорошо. Вот так, но были у нас в команде, у кого у пацанов вылезло, да, у кого вылезло, были там пацаны, которые приехали, 2-3 дня побыли, ну, только начали сбор, слегли, и весь сбор лежали. Были такие пацаны, которые просто газ дали сразу, не слушались. Вот. А по мне нет, у меня ничего такого не было, но у меня был конъюнктивит. Да, как раз вот именно в этот момент кто-то в Тайгер эту фигню занес. Там же непонятно же, опять же, не поймаешь. То ли турист, то ли да, профик. То ли профик. В Тайгер залетаем, короче. Ну, я сперва, когда вот мы тренировались, я где-то 4-5 человек увидел с красными глазами, короче. Блин, думаешь... Некоторые из них, может быть, были не из-за конъюнктивита. Опять же, да, там же все легализовано. Не знаю, короче. Вот, уже и вот эта вот зараза пошла. Потом смотрю, Мариф Пираев. Мы сидим тоже, вот после тренировки просто общаемся. Он говорит, блин, короче, надо, походу, говорит, другой зал походить, пока здесь, короче, зараза, говорит, сейчас, говорит, глаза будут болеть, там, то, все, конъюнктивит он у всех, подцепил короче. вроде конъюнктивит. Да, он там и подцепил. И вот, как раз-таки он сказал, на следующий день или через день я просыпаюсь, все, короче, глаза красные опять. Все вот это вот, там же немножко такая же болезнь. Да, и вот так полежал. Сколько там? 3-4 дня, по-моему, он прошел. И дальше начали работать, что делать. И так и пацаны ходили. Там уже в конце вроде уже тренер начал озвучивать. Там бразилец тренер, вроде он даже начал озвучивать. Там типа, кто болеет, сидите, лечитесь, не приходите, здесь же бойцы, там то все. Меня все тоже вот удивляют. Мне кажется, это рассказывал уже на одном из подкастов. Удивляют всегда ребята, которые вот что-то подхватят, а потом идут на тренировку. Да. Я просто помню, что я один раз так стригучий лишай подцепил в зале. Лишай это вообще. Это вообще жесть. Блин, а мне надо было тогда еще ехать в Англию. И вот. И, короче, жесть, я смотрю, у меня какие-то круги по руке пошли. Думаю, что это такое? А у меня мама врач, говорю, смотрю, у меня какие-то круги. Она говорит, ё-моё, у тебя лишай, короче. А ты его еще не лечил? Он нет, это на второй какой-то день. У меня 3 круга таких было. И, короче, все, потом антибиотики захавал, перед Англией успел, блин, опасно было. И потом я в зал приехал с ПСки, и такой говорю, блин, пацаны, я говорю, у кого-то лишай. И там, не буду говорить, кто, один пацан такой, да, у меня. Я говорю, только что ты ходишь на тренировки? Он такой говорит, да, надо тренироваться же. Да. Я такой, капец, короче. Лишай, да. Больше не ходил туда. Да нет, ходил просто, А с ним не боролся? С ним я не боролся. Я потом еще купил себе длинный рашгард, все вот это, короче. Да. Колготочки купил. Было такое. Лосины, колготочки. Я до этого просто в шортах приходил, в футболке. После этого все, я, короче, жестко. Я пытался защищать. Потом еще купил даже мыло какое-то антибактериальное специально. Да, кстати, и в Таиланде тоже надо мыться хорошо. Ну вот, не знаю, да, я прям тщательно мылся конкретно, потому что там все равно постоянно жара, лето, все вот эти моменты. Диар, у вас очень большая команда, топ-тим. Вот где вы базируетесь именно в Астане? У вас какой-то один большой зал? Просто когда смотришь, да, ваши видео, как будто у вас как будто костяк разделен на части, и каждый тренируется своим костяком в разных залах. Хочешь все секреты узнать. Секреты все не расскажем, конечно. Нет, просто Нет, мне всегда интересно было. Расскажу, да, конечно. Начнем с того, что был зал один, конкретный зал, хороший, на Астана-арене. Вот. Кто видел Магина интервью, он рассказывал, что украли зал. Просто, не украли, просто выгнали. Забрали, да. Зал? Это вообще жестко, короче, да. Нет, не украли, просто, короче, забрали зал. Ничего там... Кто забрал? Ты сделал, честно, знаешь, как? Ты скажи ему, посмотри в интервью на Спорткоре. Да. Не, зачем? Я сейчас сам все расскажу. Он сейчас все расскажет. Молодец, да, красавчик. Чтобы время не тратить. Чтобы было больше просмотров. Да, чтобы продуктивная была беседа. Да, нет, честно сказать, не знаю, кто, как, что. Просто нам сказали, все, мы в Астана-арене не тренируемся.
И все. Без никаких там, знаете, там, Скандалов. да, скандалов, ничего. Просто вы здесь не тренируетесь хорошо. Если честно сказать, я там не могу прямо открыто что-то там говорить, но Диас Агаю просто очень сильно завидуют многие. Все палки в колеса пихают ему. Это еще началось с тайского бокса. Когда он же по байте таец, он был в сборной тайского бокса тренером главным. Даже оттуда его, и там, короче, сказали тоже, да, отдельно двигаться. Просто палки в колеса пихают пацану. Хотя, вот человеку, хотя у нас основное, это что от тренера? Это результат. У нас результат, я думаю, вот сейчас в Казахстане, реально конкретный результат. По любительскому спорту, по профессиональному спорту у нас хорошие результаты. Плюс мы всегда активнее, чем с государством. Там какие-то там моменты, куда-то надо пойти, пригласили там нас сказать, рассказать, интервью, без проблем, мы никогда не отказываем. Даже бывают какие-то там моменты помочь что-то там, да? Бывает же там, например, как сказать, например, митинги или еще что-то, да? Мы все равно за народ, за страну, за город всегда выходим. Вот эти моменты тоже. Все равно, короче, Агай кому-то не нравится. Всегда палки в колеса пихает. И вот это тоже просто, я думаю, очередная такая просто... Корямашл, как сказать, завидуют, не этуют. И просто, сказали это. Но что хорошо, наш тренер не отчаивается. Никогда не отчаивается. Просто говорит, пацаны, пошите, тренируйтесь, двигайтесь. Ничего страшного, зал найдется, все найдется. Главное, пошите. Вот, и сейчас, да, кстати, АУЭЗа 8, Астана, приходите, наш новый зал. Вообще зал бомбовый, четкий. Большой, хороший зал. Я хочу отметить, что ты уже, знаешь, как профессионал реально посмотрел в камеру. Да, учимся, братан, у вас. Если честно, да, новая локация Тобит Топ Тим. Приходите. Зал бомбовый. Зал бомбовый. Да, там рядом. Да там же Астана не такая, как Алмата, можно сказать. Это центр есть. Да. Просто спортивным функционером можно обратиться. Ребята действительно дают, да, результат. И хотелось бы, чтобы именно ММА там... Но оно сейчас большое внимание привлекает еще. Да. И если возможность такая есть, я знаю, в Астане есть такая возможность, выделить пацанам хороший большой зал, было бы вообще хорошо. Да, рахмет. Чем больше, тем лучше. Да, хочу сказать, поддержать Магу. Мага, он говорил тоже, просто отстаньте от тренера, пусть двигается сам. Мы в своем костяке, да, как сказал Фаниль, отдельно двигаемся, мы никому не мешаем, мы не беспределим, мы не деремся на улице, ничего такого нету. Мы только за спорт, только за активность, да, только так. И просто... Дайте Агаю двигаться, чтобы мы, да, поднимали флаг Казахстана. И основная цель, может быть, кто следит за Диасом, да, видите, как он преподносит, да, себя. Это основное у него в сердце, в душе, это поднять флаг Казахстана. Вот мы тренируемся, и у нас часто беседуем после тренировки. Можем час-два после тренировки общаться. Пацаны там уже сидят, Агай, кушать охота, что там. И сидят, да, нет, сидите. Он говорит, если у вас нет цели попасть в UFC, пожалуйста, дверь открыта, можете идти. У него основная цель туда попасть, в UFC, да, и поднять флаг Казахстана. Чтобы он именно сам, например, на клетку залез, и флаг Казахстана поднял, это его основная задача. Я, кстати, был, да, на UFC в Абу-Даби, и хоть он туда поехал просто как зритель, он с флагом Казахстана. Он с флагом поехал, он везде с флагом. Он и нас этого учит. Мы, например, бывают же пацаны, когда к боям готовятся, имеется в виду, по городам ездят, там, в Россию, там, Алишка дерется, там, пацаны все дерутся, Коля. Да, в первую очередь, пацаны, флаг взяли, это взяли, то взяли, да, все, молодцы. Вот так. Первая очередь это флаг. Он именно за страну болеет. Человек реально сердцем болеет за страну, хочет
поднять, да, страну, именно выбрал себе, имеется в виду, дорогу, путь ММА, да, и он хочет в этом, да, на этом пути, да, поднять этот флаг. И все. Просто хочу сказать, что палки в колеса не пихали. Блин, двигается, человек результаты дает, все четко, никому ничего не трогает. Вот и все. Только вот это могу сказать. А сейчас Вот вас кто выгнал вас? Кто там сейчас тренируется, если не секрет? Вроде никто. Я честно не могу сказать. Да. Может, они под какой-то, там, знаешь, да, может, ресторан там да. откроют. Не, ресторан не откроют. Это Буфет. Астана-арена. Это как вот у нас, например, Достык, где есть же, где центральный стадион. Там центральный стадион. Это по-любому там ничего такого не смогут открыть. Тоже могут быть что-то отдать. Да, ну просто я тоже, например, же уже месяца 2 дома. Я там не был, не знаю прям всей сути, почему, что, как, из-за чего забрали. Не могу ничего сказать. Вот. А как бы сейчас самое главное, есть новая локация, зал есть, все четко как бы. Вот так. С вот этим еще тоже хочу сказать, немножко в этом плане немножко наш коуч заболел. Может быть, кто-нибудь тоже замечал. Он немножко, да, со спиной у него были проблемы. Грыжа же у него. Да, грыжа. Она именно вот за вот этих нервов, зал, все Да, вот это вообще накопилось. Она у него стрельнула еще раз. Я вот тоже, респект большой хочу Диасу высказать, потому что он хоть и с этой грыжей всегда все равно там секундирует вас, он там с трудом ходит. Я всегда реально смотрю, мне прям это... Плюс еще тяжело это не смотреть. маленький человек, а чем, при таких проблемах, Да, чем ты да. больше весишь, тем, тяжелее становится. Он там с костылем там за вас Да, топит. да, это, я же говорю, это реально такой человек, да, который не только тренер, да, не как тренер, он наш как старший, как функционер, можно сказать, да, человек, который топит не только там за это, да. В общем, И простой очень. Где бы мы ни встречались, всегда спросит, как дела, Он поздороваться. вообще У простой. любого человека спрашивают, да? Вот последний раз мы встречались на Эворсе, и спросил, как дела, там, когда бой, вот так вот. На таком вайбе бывает же, всегда удивляют такие люди меня. Такой простой. Активный, да. Аккунель говорят. Да, типа, да, говорят. да. Акунель, это вот про него можно сказать. Это вот с доброй душой человек, с открытой, да. Вот так. И как бы зал, пацаны тренируются. Сейчас, если там основные сейчас пацаны готовятся, это Самандар. Самандар, Нагасанова готовится. По полной пашет, короче. Прогноз, да. Если честно, объективны будем, бой тяжелый. Бой тяжелый будет и для Самандара, и для... Как их зовут? Рамазан. Для Рамазана. Да, будет такой тяжелый бой. Но, честно, прям так не могу. По проценту 50/50, думаю. Если вот так открыто говорить. Да. Очень тяжело будет перевести Самандара, потому что Самандар сам ростом невысокий. Он, по идее, в легкий дивизион, если... Но он говорит, что он не может гонять. При особом желании он мог бы спуститься, а, насколько я знаю, маленького человека ростом тяжело перевести. Тяжело. У него же, у человека центр тяжести внизу, и тяжело. Насчет, например, этого, самое, я вам скажу, да, например, что на его стороне, на Самандара стороне, он не горит. Он вообще не переживает. Вот это его большой плюс. Я его когда он первый бой сделал от Тобета, первый бой сделал, когда вот мы тоже там все были, я тогда понял, этот пацан, если будет пахать, далеко пойдет. Он вообще не переживает. Сам по себе угорает, ходит, бой, все, настрой поймал, двигается, музыку слушает. Не горит, не имеет значения, кто там перед ним выходит. Вот такой. А Гасанов просто почему... Он же тоже хороший боец. Очень хороший боец. Непобежденный. Пашет. Тоже вот не знаю почему. Там где-то ленту листаешь, он часто у меня вылазит в Инстаграме. Как не увидишь, он в зале. Пашет, потный весь, постоянно тренируется. Вот, с Самандаром тоже близко общаемся. Он, кстати, совмещает с работой же. Да. У него конюшня. Сколько лет Гасанову, если да. не секрет? Гасанову, по-моему, 30-ником. Тем более. Самандар. Да, сейчас на пик выходит. Да, Самандар молодой, ему еще, да. Да, в принципе, хороший. Я говорю, он от этого боя только приобретет. Да, конечно, Самандар, вот мы общались последний раз вот здесь, когда вот мы были на Иза Эверс, да, я вот встретил, посидели, побеседовали, а братан говорит, я заряжен.
я пояс заберу, говорит, по-любому. Я говорю, все, если ты с таким настроем идешь, все, газуй только вперед. Главное, говорю, не травмироваться, витаминчики пить, все четко, грамотно подойди, массажи делай, баню ходи, все четко делай, и все будет грамотно. Вот так. А ты, кстати, пока находишься в Алматы, ты с кем из тяжиков тренируешься? Здесь вот Асылжан есть из больших ребят. Да, вот непосредственно со Асылжаном мы сейчас постоянно Ходишь в парах к ним в работаем. зал, да? Да, в Мэнфайт, это мои друзья, тренер вот их, Ильяр, Асылжан там есть, Чижи парень есть, Ислам парень есть, он работает больше, тоже такой хороший. У нас есть там такой мужичок, Еген его зовут, там человек без инстаграма, очень возрастной, но по базе боксер. Очень хороший, он нас, если честно, обоим, же нормально там дает, жару. Конечно, там в ММА, там где-то что-то, но мы стараемся именно с ним в бокс работать. Именно с ним хорошо, да, тайминг, движение. Он такой, как такие, бывает же, любительский боксер. Просто он тебе не дает там шагу. Постоянно джеб, прямой джеб сбоку, постоянно. Вот. Еген, братан, есть. Молодой парень, тоже мы общались с ним, Вольник, он подписался в Найзу до 93, тоже молодой, черненький. Ера его зовут. Может быть, не знаете. Ну, такой, только-только он вроде. Только начал, да? Да, Повольный тоже очень хороший парень, сейчас ударку набирает, тоже весит хорошо. То есть 4-5 тяжей там хорошие. Ну, конечно, в основном мы с Асалом работаем. В основном с Асалом работаем, боремся, готовимся, тренируемся. Вот так, короче. Асал сейчас же тоже в весе поднабрал. Он всегда набирает. Ну, как бы, не то чтобы всегда, вот его оптимальный вес. Оптимальный вес, да, чувствуется, конечно. Я вот из-за этого часто с ним работаю. Почему? Потому что ему, да, хорошо, да, со мной, потому что здесь тоже у нас в Казахстане особо нету. Например, вот Женя, топ, у Жени травма, да, у него травма. Он из-за этого тоже пока уже после боя не дерется. Вот, мы с Асалом здесь... И вес, да, вес нормальный у него. Такой тяжеленький, но хорошо гоняет, умеет уже профессионал, легко гоняет у него. Все четко по боям, вот часто дерется. Вообще да, четко. И в кулачке, и в кикбоксинге. Везде. Вот мы общаемся же. Вот человек тоже такой, вообще бухгалтер. Да-да, он супер позитивный, на самом деле, Асылжан. Такой активный. Он говорит, да, просто мне интересно, я, говорит, кайфую от этого. Предложили кулачку, гонорар предложили, говорит, почему нет? Он реально полюбился сейчас еще РСС, и, в принципе... Да, вот все, ну, можно сказать, уже звезда РСС. С Гришиным, вот очень многие были тогда на его стороне, что украли победу. И поменяли же результат, сделали no-contest. Ну, я думаю, он выиграл, Асал выиграл. Ну, очень такое странное для меня решение было. Ну, с другой стороны, вот реванш как раз. Да, разогрели. Да. Ну, не знаю, там, честно сказать, Гришин, по идее, такой хороший боец. Ну, UFC дрался, боец, там, да, в Ахмате. в Ахмате такой просто там тоже нарвался. Я сам писал комментарий, просто там газаните, Асал закинул пост, газаните за меня, то все. Я там флаги накидывал и наткнулся на... Вот этот человек. Да, вот он я. Флаги там эти... Огоньки накидывал. За Шавхата газует, гастил, ему кидал флаги. Вот. И Томпсону. Да, и Писал? Не, какой. Я так, да, говорю. И нарвался на его комментарий на Гришина. Там он чуть, конечно, он говорит, как-то он сказал, выплакали, вы, говорит, свою победу выплакали себе. Что-то такое вот, наподобие такого он я, кстати, сказал. пытался найти вот его какой-то комментарий по всему этому, я Вот что-то не нашел. не знаю почему, мне попался сразу под постом. Я такой Полистать? думаю, блин, зачем? Да? Ну, блин, это же бой, зачем там... Видишь, мне кажется, я вот сколько раз не общался с бойцами, которые, ну, более-менее в равном бою там поражение получили или, наоборот, победу, и никогда ни один человек не признал, что, типа, я проиграл. Я Все равно реально ты же, когда проиграл. сам дерешься, да. Да, это, конечно, и это тоже. Ну, вот такой был момент. Как бы вот так, да, а так сейчас в Алмате с ним пошу, постоянно в зале, тренируюсь, как бы вот так. В парах стоим, боремся, все четко. В принципе, сейчас хорошо. Потом еще в ходе вот этого же и простое, когда вот сколько, да, у меня и травмы были, колено у меня травма была, связку я рвал. На сборах по вольной борьбе, как раз таки со сборниками первыми номерами, у нас сбор был общий. С ними боролись, там на схватке я подтянул, связку порвал. Вот, это было. Потом самый вот этот простой, женился я,
Как бы, Поздравляю. да, Поздравляем. спасибо, да. Женился, как бы все четко, семью создал. А как, Все кстати, хорошо. изменилось вообще? В лучшую Отношение к- сторону, в в лучшую лучшую сторону. Потому что стабильность дома, приходишь, там кушать все готово, вещи постираны. Ну, все четко, да, короче. А жена с тобой вместе, вот в Астану, если ты едешь в Астану тренироваться, она вместе Да, с тобой? О, да, прикольно. да. Но были моменты, она работала, сейчас уже декрет уже дома, да. Вот так, да, Еще раз когда я был в поздравляю. Астане, да, Поздравляем. спасибо. Когда был в Астане, со мной помогала по питанию. Я уже ее тоже как своим Диетолог? личным диетологом хочу сделать, чтобы Нормально. вообще было проще, короче. Как раз-таки с Асалом. Мы с Асалом общались. Он говорит, да, когда у меня бой, у меня супруга сама, она уже как бы выучила все этот организм, рацион, все подсчитала под него, колораж подсчитала, и вот так. Ну, и из-за этого он так кайфует. Пришел дома, все пообедал, все четко, поужинал, да, легко. И как бы сейчас у нас тоже к этому мы идем. Прикольно. Да, Бог, думаю, нормально все будет. Вот так. А так, если честно, голоден до боев. Жду, когда хочу По драться. любителям ничего не ожидается. Ты же по панкратиону Ожидается, выступаешь. да. Сейчас чемпионат Казахстана у нас будет. Март или апрель. Точно мне не сказали. Чемпионат Казахстана будет. Там подеремся. Это путевка, опять же, на чемпионат мира в 2024 году. Туда на мир поедем. Ну, панкратион, мы в сборной, мы обязательно должны там драться, обязательно должны в строю быть. Вот это, если будут там какие-то моменты, может быть, подеремся. Просто я вот разговаривал, да, вот этот тяж, который, он вроде, я хотел до Рамадана подраться. Бразил то, что Да, Да, Бразил, Санта-Форте. это Санта-Форте, да. Он, оказывается, вроде у него что-то травма, он говорит, на май вообще, оказывается. Вот. Я хотел просто в марте, говорит, нет, у него травма. И типа, короче, в мае. Может быть, там посмотрим, может быть, что-то на март выскочит. Я сейчас открыт к предложениям. Реально. Ну, это хорошо. Просто хочу нормально там уже в колею войти. И уже, опять же, просто, конечно же, простой, он же по-любому влияет. Какой бы не был простой, хоть я и постоянно в зале, сам бой, это же Ну, другое. психология. да. Конечно. Психология, чувство вот этой вот дистанции, вот именно вот это вот надо, да, набирать. И вот хочу подраться. Сейчас вот открыт, сейчас вот мы с Аятом постоянно на связи, сейчас вот Саят добивает. Я уже молюсь, чтобы он мне позвонил, сказал, Диар, все, я тебя поздравляю. Поскорее бы уже это, да, произошло. Потом, если там будут какие-то моменты другие, вот Нурбек Агай тоже постоянно на связи с тренерами, как бы на ИЗе открыт тоже подраться. Вот так, посмотрим. Открыт ко всем, короче. Ко всем, да, Главное, в посмотрим. бою не открывайся. Да. Там дальше... Да. Руки держать имеешь в виду. А что, я опускаю руки? Нет, ты сказал, что открыт ко всему. Да, не, ну... Шутку твою не понял. Ты говоришь, руки держать. Я Ты же сказал, держу я руки. открытый. А ну-ка, давай. Я сказал, давай, открыт к предложениям. Назревает конфликт, а то сидели мы, скучали. Что-то не то было, да? Разогреваемся, Разогрев? давай, погнали. Со мной бой? Ну, а Блин, чё? мне надо набирать 50 килограмм еще набрать. Миша красавчик. Не, а так, да, шутки шутками. Честно сказать, драться хочу, уже заряжен. Когда уже жду, что, как, да. Да нет, зачем? Берею, тащите сюда. Где он убежал? Тяжек. После. Слушай, а какое-то предложение, например, того же там намадой, вот просто пока, чтобы не было простое, по боксу, либо по боксу там в ММА перчатках. Почему бы нет? Это в рекорд не идет, тебе ничего не испортит. Честно сказать, именно к этому я немножечко так... Не скажу, что скептически, просто так отношусь немножко. Для меня, если ты боец ММА, ты должен по ММА драться. Это, конечно, я думаю, по ходу дела, когда там у тебя медийка вырастет, хорошие гонорары будут, почему нет? А сейчас, тем более, вот кулачка, вот эти все моменты, очень травмоопасно. Сейчас у меня немножечко другой путь, именно профессионализм. Я хочу именно проявить профессионализм, терпение проявить и потихонечку подняться по лестнице. А там, если я сейчас здесь подерусь, там подерусь. Но, если честно, вот от Намада, потом еще одна лига,
наша. Как? Рух. Рух, от них вообще предложений не было. Вообще. Да там же и дерутся там другие. Там они, конечно, медийно намного, наверное, медийнее меня. Но там в парах стоять с ними, это вообще, конечно. Ну, как раз легкие деньги. Да не, там слишком легкие. Говорит, да, у него другой путь сейчас. Пока чуть-чуть, да, у меня же, я вот сам немножечко прям не гонюсь прям сильно за деньгами, пока не этот. Но хотя, конечно, деньги же все равно же это... Ну, вот так просто там, например, говорят, флаг, то все, это само собой. Это само собой. Но в первую очередь мы же должны понимать, что это наша работа. Это наша работа, это наш заработок. Вот, мы тратимся, травмы, да, у нас сборы, то все, это же все затраты. Из-за этого, конечно, гонорар это очень большую роль играет, да, в ММА и в любом спорте, в профессиональном. Вот, из-за этого я просто думаю, что вот мы с тренером общались, это все придет. Просто нужно сейчас немножко перетерпеть, пахать, тренироваться, грамотно подойти. Я думаю, все гонорары придут со временем. Вот. А насчет наше дело разговаривали. Армен, да? Вроде, когда было международное гран-при, Мага, Жасик дрались, со мной, насчет меня тоже был разговор, но вроде Армен сказал, что на один бой мы не подпишем. Да, он сказал минимум 3 боя, вот, и я с ней согласился. Как раз-таки там хорошее такое имя тоже было. Там, не знаю, можно говорить, нельзя, но я он думаю, там... что бой не состоялся, так что можно. Да, ну, он в Исее этот Антигулов, Ганджубарат Антигулов вроде там должен был подраться. Ну, не знал, он-то в Исее подрался вроде последний раз проиграл. Да, проиграл. Вот. Ерохин он проиграл. Да, вот там бой хороший, да, был? Ну да, они друг друга уронили. Перед этим боем вроде его фамилия всплыла. Я такой думаю, блин, почему нет? Давайте, газ. Потом начали разговаривать. По ММА, да? По ММА. Чисто ММА. Потом сказали, что, блин, только контракт. Только контракт. Просто я так... подумал, опять же, видите же, я же сейчас, например, в подвешенном состоянии, и тогда контендер, потом виза, то все. Я думаю, блин, я сейчас туда уйду, там, или выскочу, выиграю, вдруг, не дай бог, на другом месте, и здесь пропущу. А моя цель какая? Моя же цель попасть в Америку, в UFC попасть. Я думаю, мы с Агаем переговорили, Агай говорит, давай пока давай здесь будем двигаться, как мы начали, так и будем. Я все четко говорю, хорошо. Контендер, мне кажется, лучший вариант, потому что, в принципе, ты действительно по возрасту молодой для тяжиков, непобежденный рекорд, он причем и не супер большой какой-то, что UFC это должно быть интересно. Ну, в принципе, еще и PFL неплохо. Они же каждый сезон набирают новый гран-при. Ну, вот да. Касанганай, чемпион PFL 93. Вроде в UFC среднячок был, пришел и выиграл гран-при, выиграл $1 миллион. Это не первый раз там. Ну, Там такой не первый раз. Ну, Уилкинсон был такой, я имею в виду. Постоянно же. Ну, просто, говорю, человек пришел, перезапустил карьеру, сейчас будет драться. Уже, наверное, и другие гонорары у человека будут. Просто с точки зрения все равно вот какого-то действительно, ну, как бы тупо не звучало, наследия, всем пофигу на Касанганая, да, на PFL. Они как-то вообще ничего не могут сделать. Ну, потому что мышление у американцев, они не идут за наследием. Я, наверное, навряд ли думаю, что Касанганай пошел, чтобы блестящий пояс заработать. Ну, его из UFC так-то турнули. Ну, миллион. В UFC бы он бы никогда миллион не заработал. Я про это говорю, он в UFC не нужен уже. Я к тому, что все равно никто про это уже потом не вспомнит. Я не спорю, что да, он там за все счета заплатит, все кредиты закроет, но, ну, как бы, окей, ты чемпион PFL, и что дальше? Просто, да, например, я думаю, это же вот, бабки, опять же, да, шанс какой-то, вот как я говорил, шанс выстрелить, и надо будет там газануть, грамотно попасть. Просто сейчас я вообще очень рад за наших, да, братьев. Это Бигзат попал, Асу, да, давно еще, Азат. Вообще красавчики. Попали, как-то что-то достигли, дерутся, как бы, вообще красавчики. Я вообще, если честно, очень рад был. Я думаю, рано или поздно мы тоже попадем. И уже тоже будем газовать, даст Бог. Вот так. А так, потом был момент тоже хардкор. Предлагали. За пояс... Нет, за пояс 93 вроде соперник... Чемпион там есть вроде, да? Чемпион есть, и на замену там кто-то травмировался. Был Хадис, да, в 93. Вот, который победил этого Магомедова, да? За пояс
короче, на замену тоже там как-то высветилось. Мне говорили, хочешь, не хочешь. Я говорю, да нет. Там еще и времени вообще мало было, 2 недели, что ли. И я Ну, такой, хардкор нет. в плане вот медийки, ты бы прямо ее, мне кажется, качнул. Да, качнул бы там. Вот, я же говорю, из-за этого как бы медийка, да, то есть все равно же сейчас, я же говорю, вот пацаны там рух там, тут дерется, актеры дерутся. Их знают. Их знают, брат, их знают. Меня сейчас выйди на улицу там, или еще куда-то там, вот какая-то там около ММА могут меня знать, а там, да, как бы, ну, это опять же, где-то это опять же, например, Диасом тоже мы разговариваем, он говорит, блин, качай Инстаграм, медийку, делай что-нибудь, закидывай постоянно. Есть, да. Живой пример. Постоянно закидывай. Ну, это Галам тоже. Да, Галам вообще красавчик. Это, говорит, дальше на тебя будет работать. Вот так. Ну, как-то стараюсь максимально, пока не особо по сути, у Галама 3 боя же, да? Да. И вот уже да, его все знают. Да, вот Галам, например, да, вот мы близко общаемся, тоже братан, да, вот он умеет просто говорить. Он знает, когда нужно это сказать. Фразу-то да, лютая, фразу красивую скажет, и она залетает. Например, я бы это сказал, сказали, ты что гонишь вообще? Ты о чем вообще? А он говорит, это залетает конкретно. Харизматичный такой, да? Ну, он такой да, красавчик он у нас был вообще. в программе же. Он даже забавно, что пришел сейчас на Найз Эвардс, и он реально в классном костюме пришел, не то что у всех. Да, он говорит, он даже... Подобрался, нереально. Он себе подобрал стиль, знал, куда идет, что он прям выделялся. Да, ну я сказал, вы что здесь, говорит, как охранники ходите все в черных, короче, я отдельно, да? Вот тоже, да, красавчик, уже даже, ну, вот эти вот мелкие моменты, это вообще грамотно. Ну вот, видишь, да. бери правильные Из-за примеры этого, и двигайся. Да, дальше двигаться вперед. Я думаю, это все придет. Конечно, просто так тоже, например, ждать, просто тупо, вот мне, я еще молодой, я еще достигну. Сейчас, блин, глазом моргнешь, да, уже 30-32, потом уже все равно же... Потом 33. Сейчас 21-22 года пацаны жестко набирают. Ну да. Я не могу сказать, там, я старый, и сказать, что это молодежь. Все примерно там рядом же мы. Плюс-минус, да. Да, но они пашут, да, все пашут, мы пашем. И ты уже понимаешь, что, блин, еще год-два, уже они с тобой будут конкурировать конкретно. Из-за этого нужно грамотно, да, выскакивать. Ну, новое поколение. Когда понимаешь, что люди 2000 года, им уже по 24 года. Вот. Сегодня я утром был в зале. Ты вообще старый, да, братан? Качку делал, короче, и там 2 пацанов, там такие вольники крепкие, с ними так чуть-чуть потолкался, потом спрашиваю, какого года? Один 2008, другой 2006. Вам по 8? Даже не поймешь, сколько лет сразу. Прикинь? То есть, да, это же вообще... И, ну, типа, потом так плюс-минус посчитал, так, в принципе, блин, капец, ты старый уже. Вот эти вот моменты, из-за этого нужно пахать, грамотно двигаться. Из-за этого, да, наверное, только и из-за этого у меня такой большой простой, потому что были разные предложения. Я просто где-то мы с тренером убирали, где-то откладывали и ждем чисто Саята. Да, Саят, братан, я на связи. Ждет отмашку. Ждем Америку, короче. Вот так, в принципе, вот так. Все четко, в принципе, готовимся. Сейчас травм пока нету. Просто я тоже сейчас, например, конкретно прям в форму не вхожу, потому что сейчас войдешь в форму, боев нету, травмы, держать ее это очень сложно. Такие тренировки делаю. По 2, да, тренировки в день? Где-то 2 делаю, где-то 1 делаю. Смотря, там, например, во время спаррингов я стараюсь там утром просто там чуть пробежку дать, бой с тенью чуть дам такое, а вечером уже гружусь. Это я по тренировкам смотрю. Если утром гружусь, вечером легче делаю. Вот так. А когда, например, мы готовимся, там немножечко уже с тренером мы сами план составляем, и уже конкретно. Вот так. Готовимся, пашем, тренируемся. Я думаю, это хорошая нота для завершения нашего подкаста. Да, я думаю, да. Прекрасно. Да. Если вы не поняли, то DR все еще готовится. Давайте в комментариях ему, во-первых, пожелаем удачи, потому что хочется, чтобы действительно полутяж с рекордом 8-0, не так много таких ребят. Да, их по пальцам пересчитать. Да, вот с Казахстана, можно. особенно больших пацанов, мало. Вот. Очень мало. Поэтому круто, если у тебя получится подписаться сейчас куда-то. Вот. Будем ждать какой-то информации и новостей о контракте. Кроме этого, как вы поняли, у Диара пока не очень хорошо с медийкой, так что подписывайтесь на его социальные сети. Его Инстаграм появится сейчас где-то на экране.
я так понимаю, что будешь все-таки активнее вести. Да. Тем более Да, ты вот будем раскрылся перед зрителями. Будем и работать над этим. допряг. Да, ты сначала сказал, я как Магомед Анкалаев, а мы уже 1,5 часа общаемся. Да. Значит, не как... Чё-нибудь Значит, ты не записывай. как Магомед. Обучалки. Как Магомед Анкалаев надо быть в клетке, Мгм. в октагоне, да, Вот. а за октагоном не надо быть, наверное. Не надо. Все, спасибо за приглашение. Всегда, пожалуйста. Да, что хочу сказать, газ, только тренировки, пашем. Молодым, кто вот подрастает, тоже, чтобы занимались спортом. Сейчас вот, честно сказать, кто видел, не видел, новый сериал казахстанский вышел про наркотики. Мяу, да? Мяу. Про меф, короче. Меф. Вот. Сейчас по-любому, как и слово пацана, это в Казахстане залетит этот сериал. Короче, молодежь, давайте этим не занимайтесь. Лучше в залах пропадайте. Да, будете мяукать, то бед вас покусает. Такой, игра слов, понял? Кошка, собака. Да, жестко. Он уже просто объясняет. На всякий случай. На всякий случай. Да, друзья, занимайтесь спортом, потому что однажды под вашу фотку какую-то к турниру Диар поставит флаг Казахстана или И огонек. огонек. Всё. Так что надо как минимум А лучше всего большой палец еще. как минимум ради этого нужно тренироваться, подписываться на все социальные сети Найзы. Это и наш Инстаграм, и наш ТикТок, и YouTube-канал, на котором вы смотрите сейчас это видео. Не забудьте поставить там класс, лайк, написать комментарий, кого вы хотите, чтобы мы пригласили в следующий раз. Не забывайте еще и про наш сайт. Там можно голосовать за лучшего бойца месяца, который потом получает за это денежное удовольствие. Всем спасибо и всем пока.